Всем привет! С вами я, Алла. Давайте посмотрим общий расклад. Какая женщина хочет с вами свидания? Кто хочет вас увидеть? Итак, выбирайте. Это первый вариант колода, это второй вариант. Напоминаю, что это общий расклад. Личный расклад по контактам, которые на экране. Так, единички. Проявляем активность. Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии, не спим и смотрим сигнификатор. Двойка мечей. Какое начало. Тяжелое. Так, о ком пойдет речь? Ну, что могу сказать? Это какая-то интрижка. И это начало интрижки, которая толком почему-то никак не может начаться. Женщина делает вид, что ей все равно. Хотя тут все понятно, как говорится, невооруженным глазом. Мужчина здесь может и чувствовать, и замечать, что женщина врет и себе, и мужчине. Женщина здесь скрывает свою страсть, скрывает свою влюбленность, играет в какую-то такую, знаете, типа мне-то не надо, я такая вся неприступная, я такая вся вообще не про это, и вообще о чем ты тут думаешь? Здесь женщина врет, прежде всего, сама себе. А чего ты врешь? Вот она, королева чаш. Это блондинка, светлый цвет глаз. У кого-то отыграются рыбы, раки, скорпионы. То есть смотрите, как она здесь фальшивит. Знаете, она тут даже фальшивит не перед мужчиной, она тут фальшивит сама перед собой. Здесь женщина боится влюбиться. Женщина боится быть слабой, зависимой. Женщина боится быть уязвимой. И потому, знаете, она как бы вот сама себе обманывает, что нет-нет, ничего у меня к нему нет. Да это так просто. Просто он мне нравится. Но чисто визуально здесь женщина может действительно вести себя очень холодно. Даже может как-то резко себя вести. Грубо даже. Как давно вы знакомы? Ну, вы достаточно давно друг друга знаете. Это не новое знакомство. Здесь просто женщина, которая периодически как-то вылазит за свои норки, такая, оп, ты мне нравишься, я хочу с тобой отношений. А потом такая, оп, и спряталась в свою норку. Нет-нет, тебе показалось, у меня к тебе ничего нет. Тут какие-то игрища, вернее. То да, то нет. То хочу, то не хочу. То пылаю страстью, то холодна, как это, ледяная глыба. Ну, в общем, как-то вот такая здесь история. И здесь человек борется сам с собой.
Сейчас у нее, видимо, какое-то хроническое обострение эмоциональное. Знаете, вот когда ты очень долго молчишь, ты очень долго в себе подавляешь какие-то эмоции, через какое-то время тебя начинает распирать вот как чайник. Знаете, вот когда чайник уже закипает, и если чайник вовремя не снять с плиты, да, то что произойдет? Он сгорит. Вот здесь такая же история. За счет того, что она сама себе врет, что у нее ничего к вам нет, ну, ее реально уже распирает от этого вранья и от этих чувств. Ну, как бы тут есть чувства, да, это нельзя назвать любовью, но это влюбленность. Здесь человек прям безумно боится привязаться. Может быть, она даже говорила там, давай с тобой дружить. Знаете, вот она тут петляет. Вот хочется сказать именно вот такую фразу. Вот прям петляет. Знаете, как зайцы петляют, вот чтобы их не поймали. Вот так же эта женщина петляет и перед собой прежде всего, и перед мужчиной. Она здесь пытается как-то вот сказать, что ой, да ладно, мне показалось, да ничего у меня к нему нет. Потом, знаете, как бы отдалилась на какое-то время. Посидела, подумала и поняла, что нет, все-таки тянет. Опять вышла со своего укрытия и опять пошла. И вот тут вот такие качели, ребят, будут длиться, пока мужчина здесь как-то вот не возьмет ситуацию в свои руки. Здесь нужно, чтобы мужчина как-то проявил себя. Ну, типа, знаете, как-то вот вы, видимо, тут тоже как-то так ходите и как-то тоже петляете. Вы тут вдвоем, как два зайца, петляете. Поэтому, единички, тут проблема в этом, что вы петляете вдвоем. И если она трусиха, то значит на себя нужно взять ответственность мужчине и раскрыть, как говорится, карты и вот эти либо да, либо нет. Потому что, ну, как бы, если вам эта женщина нужна, то нужно вскрывать карты. Ну, а если не нужна, то как бы забыли, да и проехали. Зачем вам петляющий заяц? Так, идем дальше. Подписывайтесь на мой канал, кто у меня впервые в гостях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Напоминаю, что вы можете ко мне обратиться за личным гаданием на любую сферу жизни, не только на личную жизнь. Финансы, карьера, здоровье, перспективы на будущее. Поэтому мои контакты на экране, пишите. Так, двойки. Тут что-то будет связано с женой, с которой у вас сейчас какая-то жесткая пауза. Подойдет для тех, кто сейчас на грани развода. Подойдет для тех, у кого сейчас вы разъехались и далеко находитесь друг от друга. Какая-то история тут подвешенная. Когда вроде и вы не разводитесь, но вы и не семья. Такое, не пойми, что называется. Здесь речь о том, что у женщины до конца не остыли чувства.
Но почему-то она вот решила расстаться. Ей почему-то привиделось, что ваши отношения, они как бы себя уже переросли. Парадокс в том, что здесь была любовь, здесь были чувства. Да, может быть, тут не было прям какой-то страсти, не было тут каких-то вот страстей, мордасти вы в таком формате. А ты что, этого хотела? Ну, видимо, да, видимо, тут не хватало адреналина. Знаете, я не могу сказать, что тут прям адреналинозависимая женщина, вот как часто бывает в общих раскладах. Но все-таки ей ваши отношения казались какими-то пресными, скучными. И она здесь решила, что любовь прошла. Хотя при этом же она понимает, что нет. Знаете, как вот есть поверхностное чувство, есть глубокие чувства. Сердцем здесь она любит мужчину. Но вот ее мозги, ее эго, вот они говорят о том, что ну вот что что-то ее не устраивает, вот что-то она тут переросла в этих отношениях, что вот ей тесно в этих отношениях, что ей хочется свободы, хочется какого-то другого уровня мужчины. Вот что-то вот такое она тут могла вам говорить. И здесь человек, вот он по двойке пентаклей, знаете, вот она сама запуталась. Типа, блин, вообще не пойму, что я хочу. Поэтому она, конечно, может давать вам какие-то ложные надежды. То вы помирились, потом вы опять расстались. То вы подаете на развод, то вы уже помирились. Здесь женщина могла вам предложить, типа, давай сделаем паузу. Там, да, я к себе прислушаюсь, если там, да, я с собой разберусь. Вот что-то вот в таком формате. Здесь человеку вот явно нужен какой-то собеседник, с которым бы она смогла бы проговорить, может быть, психолог или просто подруга. Вот ей нужно проговорить свою кашу, которая у нее в голове, потому что на самом деле она не хочет разводиться. Она не хочет выходить из этих отношений, видимо, тут какой-то кризисный период в ее жизни. Так как расклад общий, то у кого-то здесь отыграется, что у вашей женщины просто кризис среднего возраста. Это когда у тебя меняются ценности и приоритеты. И в этот период, вот если неправильно проходить и проживать этот период, то хочется все ломать, все бросать. Хочется куда-то бежать. Вот тебе кажется, что ты перерос уже это, а тебе тесно в этом. А на самом деле в твоей жизни просто наступило время, когда тебе нужно идти в глубину. Ты взрослеешь, у тебя меняются приоритеты в жизни. Ты по-другому уже оцениваешь отношения человека. И знаете как? Это как прощание с иллюзиями. Это как некий этап взросления. И очень многие люди, и мужчины, и женщины, вот в этот период, им может казаться, что любовь прошла.
А на самом деле любовь не прошла, просто поменялось качество ваших отношений. Оно стало более глубокое, а вам кажется, что ушла страсть или ушли чувства. Двойки. Ну, тут отношения можно спасти. Тут нужно, чтобы мужчина не нарубил дров. Тут нужно, чтобы мужчина себя правильно вел. Потому что тут мужчина, если неправильно будет себя вести, ну, как бы женщина скажет, это все, точно, давай на развод, мне это надоело. Так что двойки, тут очень много от вас зависит. Поэтому, если кто-то сам не может справиться со своей ситуацией, обращайтесь ко мне за личным гаданием и за консультацией. Потому что на личном гадании можно разобрать конкретно вас, вашу женщину, вашу ситуацию и помочь вам скорректировать ваш путь. Объяснить, где ваши ошибки и как правильно себя вести для того, чтобы эти отношения перевести на другой уровень. Для того, чтобы сохранить эти отношения и не просто сохранить, а развить их дальше. Так что, двоечки, вот такой был ваш расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Всем пока.